Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Вы знаете, душа попросила. И я мог побриться уже в пятницу. В субботу, воскресенье тоже мог побриться. Как вы видите, щетинка-то вымахала. Ну, как-то все не складывалось. То одно, то другое, то третье, то пятое, десятое. То по объективным, то по субъективным причинам. А сегодня понедельник, куда уже тянуть-то? Ну вот душа и попросила. Я подумал, Иванов, а что бы не устроить бритье для души? Вот именно такое бритье сегодня мы и попробуем сделать. Выйдите на крупный план, знакомьтесь совсем поближе. Но одно хочу сказать, я думаю, что все будет хорошо. Как будет на самом деле, ну, скоро узнаем. Идите смотрите и догоняйте. Итак, станок. Выбирал между 41 головой и Rockwell 6S. Плюсы и минусы есть у каждого из них, но сегодня, учитывая мою 4-дневную щетину, почему-то 6S отпал сам собой и остался 41. Почему? Смахивая 4-дневную щетину, я знаю, что меня ожидает. Это будет неприкрытое ощущение свежести на лице и гладкости. 41 на это способен, особенно если в него поставить соответствующее лезвие. Но на этом я решил не останавливаться и поставить на станок ручку от дяди Федора. Почему именно так? Потому что вот та ручка, которая у меня на сегодняшний день существует, она великолепна, она классная, она шикарная. Но все-таки она чуточку легкая. Вес станка с этой ручкой всего лишь 74 грамма. Если же говорить за ручки от дяди Федора, ну, кстати, ручка из титана, если кто не в курсе, то ручки от дяди Федора, они из нержавейки. Помимо великолепного качества изготовления, мне здесь еще нравится вес. Вес станка с этими ручками, вот с этой, например, 115 грамм, с этой уже 100 грамм, а здесь целых 90. Ну, не то чтобы меня пугает 115 грамм, нет. Но вот почему-то решил взять золотую середину и поставить длинную ручку. И только потом вспомнил, что на обзоре ее еще не было. Ну и получается, со всех сторон фэн-шуй на обзоре не было. И вес нормальный 100 грамм вместе со станком. И вот так вот я к этому и пришел. Давайте поставим лезвие. Думаю, никого из вас не удивит, если я скажу, что это будет физер. Почему что? Да потому что 3-4-дневную щетину таким лезвием смахивать — это одно удовольствие. Но, ребята, работая с острым лезвием, естественно, нельзя забывать о технике безопасности. То есть вдвойне будьте аккуратней, вдвойне помните, что не надо давить, и вдвойне соблюдайте технику. Не торопитесь, иначе станок вам мигом сделает та-та-та. И напомнить: слышь, друг, я профессиональный инструмент, я 41 голова. Хочешь побаловаться? Ну, он иди за угол, заверни там с кем-нибудь, побалуйся, со мной шутить не надо. Вот такая красота, ребята, получается. Диаметр ручки 12 мм, при длине 10 сантиметров, 100 мм. Я уже пробовал, примерялся и мысленно представлял, как же я буду работать с этой головой при такой длине ручки. И вы знаете, мне показалось, что нормально буду работать. Это наш станок на сегодня. Забыл упомянуть плюс ко всему еще дополнительный плюс. Становится стандартную подставочку из нержавейки от Rockwell. Смотрите, чудненько, как доктор прописал. Помазок. Стоял, ребята, пялился на полку. Рука тянулась и к синтетике от МММ, и к барсуку от мужского материка. Но почему-то вот в руки попало вот этих вот два красавца, диаметрально противоположных. Если говорить за барсука, великолепен, прекрасен. И мюли здесь в узле самих себя не переплюнули. Они сделали просто качественный, хороший узел. Но в оформлении этого помазка все-таки смотрите, что они тут натворили.
Это просто бомбическое, феерическое изделие, которое берешь в руки и чувствуешь, что маешь вещь, потому что она сделана уж больно нетривиально. Само собой, что стоимость помазка здесь больше заложена стоимость ручки, нежели самого узла. Но когда вы что-то покупаете, вы отдаете себе отчет, что вы берете. В данном случае вы берете просто хороший помазок, который не стоит там сколько, 12 тысяч. Плюс ко всему вы еще берете ручку, которая стоит охренеть сколько. Ну, может быть, даже дороже, чем это должно было быть, но тем не менее качество здесь на месте. А можно ли взять это дешевле? Ну, это я, ребята, не знаю, это надо гуглить. За этот помазок еще раз хочу сказать спасибо опасной бритве РФ, спасибо за то, что она его прислала. Да, в принципе, как и за подставку. Это тоже их работа. А вторым товарищем, который мне попал в руку, это Wulfix 404, наш метис, которого я уже сводил к парикмахеру, сделал ему площадочку вот такую и метался. Ну, раз уж сегодня обзор по душе, то, наверное, Wulfix я уберу в сторону, потому что я помню тот комфорт, который мне давал этот помазок, и я хочу его сегодня повторить. Хорошая, обалденная штука. Особенно вот ручку, когда держишь, по бересте вообще ничего не скользит. Не только глаз радует, но и пальцы. Он сегодня будет. Мыло. Но тут, ребята, меня прям, я вам скажу, не на шутку забомбило. Потому что вначале хотелось взять как бы прораза, полностью всю линейку. И пришейв, и мыло. Вот именно красное. Люблю я его заразу. А потом глаз упал на КД. И вот сейчас вот даже вот до сих пор еще не пришел к единому мнению, потому что хочется и тем, и тем. За КД великолепный запах, а внутрь посмотрел, уже какие-то вот эти вот трещинки пошли, хотя мыло уже сколько, больше 3 лет, и такая, знаете, подлинненькая выскочила: Иванов, брейся скорее, завтра уже испортится, ты что, давай, ты что? Ну, а с другой стороны вышла другая мысль: ну, слушай, ну ладно, тому больше 3 лет, а этому уже больше 2, так ты не будешь его пользоваться, и оно испортится. А третья пришла, сказала ша, и слышь, народ, успокойтесь, не бомбите, ничего не испортится, все будет нормально. Главное не суетиться. Ребята, знаете что? Пускай сегодня весь фэншуй будет состоять из красного прораза. Очень я хочу этот запах повторить, потому что он мне чертовски нравится. И каждый раз, когда я пользовался пришейвами от прораза, что зеленым, что красным, всегда мне это было по кайфу. Но вот сейчас хочу вот эту линеечку повторить. Все решено. Будет прораза красная сегодня. И пришейв, и мыло. Ребята, если вы думаете, что по автошейвам не было засады, так и по ним было тоже. Перед вами 3 совершенно разных продукта, которые все появились на канале благодаря хорошим людям. Шипр королевский подарил очень-очень хороший товарищ, который сейчас, к сожалению, пропал. Надеюсь, ненадолго и все-таки когда-нибудь объявится. Что-то там у парня не все так просто. Великолепная, шикарная штука. 4711 от нашего подписчика Ярослава из Германии. Тоже великолепная штука, которая более чем душевная. Всегда любил, всегда любить буду. Плюс ко всему еще Роман Недоступенко совсем недавно нам прислал вот этот вот спорт лосьон с подписью «Наш ответ Синему Флойду» за 78 рублей. Понюхал, ярко выраженный такой цитрусманчик, такой прямо аж шибет, ого-го, веселенький. Но тут я вспомнил, что все-таки будет душевное бритье, и решил остановиться на королевском шипре. Что-то мне сегодня в ретро потянуло, захотелось, пускай это не автошейв, Д колонн с твердым знаком на конце, но что-то продрать захотелось, тем более, сами понимаете, все к этому предрасполагает, 41-я голова, плюс физер там стоит как бы. Вот тут сам доктор прописал шипром королевским, после этого, так знаете, продрать будет он. Ребят, трудно объяснить, но это очень-очень субъективно и очень-очень имхово. Потому что вот так вот, например, вот кто бы спросил: Иванов, а что тебе там вот в этом красном проразу нравится? Я бы и объяснить-то не смог. Каждый раз, когда я его нюхаю, там какие-то ноты вычленять, там что-то еще, нет, такого нет. Я просто вот этот общий фон хватаю и, ну оно или работает, или не работает. Вот для меня это работает всегда.
Это как, знаешь, вот тук-тук-тук постучал, здрасте, вот хлоп, а, братан, здравствуй. Или, ну и кули ты приперся. То есть, вот знаете, вот по-разному же бывает. Вот здесь вот каждый раз как брата родного, вот так вот у меня получается, понимаете? Так, намочили, нанесем. Уже в процессе нанесения вот это вот уже и начинается. Сам запах. Он начинает распространяться, и получаешь какое-то такое, знаете, прям толчок. Пока не разобрался, кажется мне это или нет, но вот этому крему сколько уже, наверное, ну, больше 2 лет, да? И вот сейчас вот то ли я его долго не использовал, то ли я уже подзабыл этот запах, но мне сейчас чуточку какие-то изменения показались. Фиг его знает. Но сейчас узнаем, насколько это критично, не критично. С другой стороны, я тут сроков годности не видел. Мне кажется, что не должен испортиться. Все время закрыто банки, в ванной комнате стоит, там еще что-то. Знаете, вот каких-то таких фуфуфушных запахов, там типа там плесень, тухлость, еще что-то нет. Такого нет ничего. Мне просто кажется, что вот чуть-чуть, самый децл, изменилась та вот аура, которую я вот все время любил. То ли это оно изменилось, то ли это я изменился, то ли мальчик вырос, то ли фиг его знает. Вот сейчас вот посмотрим. Так, ну все, нанесли компресс. Какой компресс? Пускай работает. Давайте мыло сделаем. Так, помазочек уже замочили. Чуть-чуть его выжмем. Так, без фанатизма. И просто наберем. Нормально набирается. Сегодня так, без чаши вообще, без всего. Просто, вот знаете, от балды. Типа вас нет, типа я один. И так вот выпендриваться не перед кем. Вот сам для себя возьму да побреюсь, да и все. Вот вижу, уже пенка полезла. Ну, вот я тут себе вот нашкулял. Я думаю, что вот с этого и начну. Сильно-то упираться не буду. Текс. А вот теперь компресс. Эх, хорошо. Так, тебя пока убираем. Ну и поехали. Пены немного, но в то же самое время я знаю, что банка у меня под рукой, и я всегда могу добрать, поэтому ну что выделываться-то. Я даже могу себе позволить децл уронить. То, что хотел. Кончики колятся так нежно-нежно, как будто, знаете, вот как будто ваше окошко рядом с сосной, сосна иголками бьет стекло, и ты не чувствуешь вот этой колкости, но ты ее слышишь. И вот здесь примерно то же самое. Одно знаю точно, будь этот помазок Урмаса, он бы его сразу на шкурку так тын-тын-тын-тын и убрал бы все это. Я нет, я этого делать не хочу. Не нравится. Так, густотень невообразимая, поэтому сейчас возьмем, водички добавим. Угу. И еще чуть-чуть. Как говорит моя жена, beautiful. В Америке есть магазин World Market. А Лариска у меня его как-то не очень так. Мы любили в него ходить, не очень его выговаривает. И вот у нее все время получалось World Market. И мы всегда с этого ржали. Не значит вообще ничего. Но каждый раз, когда она это слово произносила, у меня настроение так и поднималось сразу. Ну, и в душе, конечно, тоже. То есть, вы знаете, вот что-то вот есть такое. Таких имховых вещей у каждого человека, больше чем уверен, что много. Моя такая. И вот Beautiful, это вот из той же самой серии. Ну что, красавчик, покажи,
Как на дяде Федора ручки ты сейчас отыграешь? Угу. В голове засел товарищ и так потихонечку на ухо нашептывает: не торопись, не торопись. Глаз получишь, не торопись, не торопись. Вот так вот. Здесь, когда вот это место прохожу, специально вот так смещаю, потому что когда буду здесь, делаю то же самое. И каждый раз граница среза, где снял щетину, будет на плоскости. Ну, для тех, кто не заметил. Фу, поскольжения вообще никакого. Ну, по сравнению с другим, нет, что-то есть, что-то есть. Но по сравнению с теми мылами, которые вот были вот накануне, но все равно станок прошел хорошо, по кайфу. Так, второй слой. Ну, снял здорово, снял изрядно. Так, воды уже, наверное, не будем, да, хотя чуть-чуть так децл. Так, маленько. Пожадничал. Надо бы добрать. Не, ну на этот раз хватит, а вот на третий раз вопрос. Отличный, великолепный помазок. В нем только одно вселяет ужас. Это его цена. А все остальное хороший, хороший. Ручка хваткая, но вот именно на этой я бы насечку увеличил. Так, а что это? Пофигу. Что влажный, что с пеной, ощущения одни и те же. То есть проскальзывает на одном и том же уровне. Это не мыло скользкое в душе, это как мокрое стекло. Не так, что вот, значит, прорезинкой, вот такое вот какое-то ощущение. Вот, то есть я все равно насечку вот на этом увеличил чуть-чуть. Пока классно, пока хорошо. Угу.
Да и что за фигня? Я даже не чувствовал, откуда все это. Лезвие канолевое. Как вариант. Возможно. Сейчас доберем мыло. Ну, чтобы его уже точно хватило. Потому что вот на третий проход вот эту вот жиденькую я бы уже не стал лепить. Чуть-чуть намочу. И так вот буквально несколько движений и все. Ну все. Че? Только в паре-тройке мест, где вот промахнулся. Вы знаете, ребята, если честно, мне сегодня мыло что-то не понравилось. Ну вот сейчас сам для себя, ну кроме кайфового запаха, какого-то особого кайфа от бритья я сегодня не получил. Возможно, я его пережидил, сделал более жидким водой. Знаете, по большей части добривки здесь связаны с тем, что где-то не дошел. Вот только из-за этого. Там, где станок уже прошел, там ловить-то, собственно, было нечего. Ну и... ну замыло что, ну... Короче, парни, настолько сегодня не понравилось прораза, что... Я не против прораза. Просто она сегодня не понравилась. Вот прям... С пеной вроде все нормально. Ну а на морде лица что-то особого... такого что-то.
Ну, слава богу, резины хотя бы не было, уже хорошо, уже хорошо. Так, ну что, давайте споласкиваться, и автошейф. Ну, ввиду обстоятельств, кирпичики-то пригодились. Я тут всего насобирал, все, что у меня было. Вот эти вот перцы все, это от опасной бритвы РФ. Но тут массовое поражение, поэтому тут кирпич, скорее всего, подойдет, чем вот эти вот карандаши. Карандаши это точечно, ну и в дорогу еще что. Так, еще раз. Так, прям по пене, а что стесняться? Как и итальянцы делали, ну и наши многие тоже. Ну все, полоснем, чтобы лишние, что там лишние убрать. Ну а теперь компресс. Ну и лишний сотрем за одним. Компресс подуспокоил все это дело. Но все равно, ой, маленечко на салфетку-то попало. Парни, кто бы что ни говорил, вот так как бреет 41-й, ну хотя бы еще один-два станка назовите мне, так просто, чтобы вот как бреет 41-й, вот какой еще так бреет? Фати Пикколо? Нет. Это просто, вот я сейчас младенец, понимаете, вот меня только вот так вот выплюнули на свет Божий. Вот он родился, и вот, ничего, ни сучка, ни задоринки. И, как правило, каждый раз, когда я вот так вот делаю, это, ну, сутки. Сутки, это вот 3/4 дня стопудово такой ходить буду, потом через сутки начнет что-то вылазить, потом через 1,5 дня любимая уже, если так вот так соприкоснемся, да, она почувствует, люди под конец 2-го дня и то навряд ли что-то увидят. Вот если вот так вот бриться, как вот сейчас я побрился. Это безлосевно. Вы знаете, я сейчас устаю и голову ломаю. Ну, так-то да, я поорать люблю. Но шипр, чуть ли 77% алкоголю и Веледа. Шипр, Веледа. Сегодня же для себя бреюсь, пускай будет шипр. В конце концов, когда еще такая красота появится? Вот он ты мой золотой, зеленого цвета. О, ох ты, мама дорогая! Это уж микрофон, твою мать, не вовремя ты тут застрял. Вот так вот хотел, понимаете? Вот. Что-то как-то не очень-то и щипит. Да точно вот 77 или сколько там, или 87? Что тут написано-то? Бляха-муха, очков нет. Звездят. Ну потом посмотрю, напишу, вот здесь вот сейчас вот увидите. Этот одеколон у меня появился на канале благодаря Андрею Карасеву. Дай бог ему здоровья. Широкой, большой души человек. Жалко, пропал куда-то, но я верю, что у него должно быть все нормально. Ему он тоже очень-очень нравится. Ребята, сделайте поправку, что королевский шипр и просто шипр — это два разных напитка, два разных шипра. Это совершенно разные. Что касается старого, он мне тоже нравится, но если так вот по чести, то королевский мне, конечно, по кайфу больше. Как ни странно, со мной любимая согласна. Если обыкновенный шипр она на дух не переносит, фу-фу-фу, опять старперским чем-то побрызгался. Для меня слово старперский — это, ну, что-то район 60-х, 70-х годов. Вот так Лариска себе его представляет, и это, ну, фу-фу-фу. Это фу-фу-фушный вариант однозначно. То есть я не против, ты как бы тебе нравится, ты брызгайся, но если что, знаешь, что мне это нафиг как бы не надо. Вот так я это перевожу. А вот за этот она горой. Даже так вот носиком ходила, так вот. Ты, блин, вот так вот, да, вот королевский. Андрюх, спасибо. Спасибо тебе. Вещь.
Конечно, сомнительное удовольствие еще то, после бритья наносить одеколон в качестве основного пришеива, потому что, как мы все знаем, там помимо того, что там алкоголю-то немерено, причем в лучшем смысле этого слова, ну какие там уходовые, там же в основном только эти запаховые, но все равно по кайфу, ребята. И вот сейчас, кстати, после этого одеколона пленка на лице, ну практически как от моего автошеева, и потихонечку уходит. Я вот и думаю, что это такие. Ну, была, я ее изжил, но было похоже. Вещь. Ребята, если сможете достать где-то там еще, берите. То ли его производство уже прекратили, то ли еще что-то. Но вещь однозначно. Ну, за это что говорить? Ну, вещь сам по себе. Все хорошо, все нормально, цена. Цена, кто может поднять, тот поднимет, возьмет. Возьмет хороший, качественный помазок, в котором уклон сделан все-таки в экстерьер. То есть здесь хороший узел, который будет работать, но все-таки первую скрипку здесь играет ручка. Этот помазок сам по себе кричит: «Я охереть какой дорогой, ты посмотри!» Вот что-то типа такого. Когда угомонится, да, добрейшей души человек, нормальный. То есть вот хороший помазок. Но вот понты вот впереди него, то есть вот этот, знаете, помпезный вид такой. Ух. Ну, тут, ну понятно, что без понтов никуда, но все-таки тут понты не на первом месте. Он их подтверждает. То есть это не такой, что раз пошкрябал, так это понты. Нет, тут хоть зашкрябайся. Тут все нормально, тут все хорошо, все качественно. Ну, дорогой, сука, дорогой. Ручка от дяди Федора. Да который раз уже подтвердил. Ну, я вообще удивляюсь, как парень на станке, который там меньше вот такого диаметра точить ни хера ничего не может, он умудряется делать вот это. То есть ручка. Так, ну ты как? Вот он. То есть я когда его держу в руке, я не парюсь. У меня единственное пожелание, дядя Федор-то знает эту ручку, если он вот в дальнейшем будет вот эти вот поперечные вот такие вот делать, какие, я бы их чуть-чуть увеличил, чтобы они были чуть-чуть помощнее. Тогда цепкость повысится. Она так неплохая, пока сухие руки, но или чуть влажные. Но мы когда бреемся, мы же за этим не следим. То есть они у нас все время в чем-то увозюкиваются. В воде, в пене, в чем-то там еще. То есть вот чуть-чуть. Это не кусок мыла, но сцепление хотел бы повысить. Все остальное, да это мой вес. Глаз радует. Резьба, вообще великолепная резьба. Ну что тут скажешь. Я искренне рад, если, допустим, у дяди Федора получится с Костей из Ганзы все-таки довести задуманное до конца, и все-таки там ручки дяди Федора появятся. Я думаю, ни одного человека сможет осчастливить. То есть вот ручки годные. Молодец. Дядь Федь, спасибо тебе огромное. Хорошая штука. Реально хорошая. Ну, подставка, за подставку вы сами себе знаете, что она есть. То есть, кому надо, вы знаете, где ее искать. Это на полке пошли. В любом магазине, в том числе и на опасной бритве РФ, это все найти можете. Сегодня обнаружил, что вот эти карандашики совершенно бесполезны, если у вас не точечное, а прям массовое поражение. То есть у вас там маленькая атомная бомба в виде 41-го станка пробежала. Да ты хоть затыкайся этим карандашом, ты там куда ты будешь тыкать? Вывод один. Карандаш — это хорошо и очень здорово, если он у вас есть, потому что когда вам понадобится карандаш, а когда понадобится кирпич, никто из нас не знает. Вот сегодня благодаря кирпичу я чувствую себя хорошо. А не было бы кирпича, ну вот с этим бы выплясывал, то есть как-то его так бы откатал. А так кирпич раз и хорошо, а другим разом и кирпич как бы нафиг не нужен. А так вот и все. То есть вот, плюс дорогу, ну и тут дорогу можно брать, что уже так-то разобраться. Мне очень понравилось, как я сегодня побрился. Я чувствую молодую кожу на лице. Мне просто хорошо. Я сегодня хотел сделать душевное бритье, я его получил. И мне это понравилось. Единственное, что не понравилось, это то, что вот непонятки с прораза, с кремом, ну с мылом, прошу прощения. То ли
Мы не поняли друг друга сегодня, как-то я его сбил не так, то ли шибко долго она у меня в банке стоит, и что-то там уже подсело. Хотя во второе я верю меньше. Я думаю, что все-таки тут первая причина — мои руки кривые. Хотя с другой стороны, что там, хз, ребят, даже голову не хочу ломать. Побрился, и слава богу. Нормально, хорошо. Но вот все-таки вот это вот сегодня вот такую маленькую ложечку что-то вот оно мне подбросило. А в этом прораза я знаю, что в одну и ту же реку два раза не войдешь. Я знаю, что как бы ты не любил мороженое из детства, даже если тебе удастся вернуться в то место, где ты родился, где ты маленькой соплей бегал и покупал это мороженое, ты это мороженое уже не найдешь. Изменилось все. Изменился мир, изменилось мороженое, изменился ты сам в конце концов. Фиг его знает. Может, я этот запах стал по-другому воспринимать, а может, на самом деле там сколько уже, почти 3 года, как бы срок. Хотя нет, какой нафиг, ну что, ну плесени нет, он мягкий, что. Ну не на язык же его пробовать. Я думаю, что может быть день сегодня такой. Кстати, в курсе нет, какая сегодня луна нарастающая. Может быть, это какое-то отношение имеет. Я хз. Ну, потом, спустя какое-то время, обязательно вернусь к этой линейке, попробую ее еще раз. Слишком долго она была со мной, оставалась в числе неприкосновенного и, знаете, загашничка такого любимого, пускай недорогого, но все-таки. И что-то как-то не хочется пересматривать в ее отношении свое мнение. Вернусь, попозже вернусь. Но в любом случае, спасибо вам огромное, что были сегодня со мной. Если получится, до конца этой недели или до начала следующей свалю в отпуск. Так что вы меня не теряете. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Не проходите мимо мелочей. Иногда они бывают важны, особенно если эти мелочи внутри вашей семьи. Взгляд любимой, слово вашего карапуза, стук по батарее соседа. Все может иметь значение вот на это, если будете обращать внимание. Порой это помогает принять верное, правильное, своевременное решение. Со мной уже такое было. Ну все, пока-пока, не буду вас грузить. До новых встреч, берегите себя. Ну, подписывайтесь на канал, чтобы вернулся, уже 30-чик был. Ну все, пока-пока.